Всем привет! С вами очередные новости шоу-бизнеса. И сегодня мы поговорим о том, что же думают продюсеры и музыкальные критики о феномене шамана и секрете его популярности. А также не забывайте, что это всего лишь новости, а не оценочное суждение самого автора этого видео. У одних от песен певца-шамана наворачиваются слезы, другие же сочиняют пародии на его хиты, а кого-то и вовсе чуть ли не трясет от ненависти к нему. Как бы там ни было, но артист нашаманил себе больше 50 миллионов на просмотрах клипов и зарабатывает неплохие деньги. Только в мае у Ярослава Дронова запланировано 11 сольных выступлений на самых больших площадках разных городов России с ценами на билет от 2500 до 7000 рублей. Вследствие чего корреспондент одного из новостных порталов попросил экспертов отечественного музыкального рынка объяснить феномен этого русского парня. Неординарные вокальные способности и артистический талант шамана отмечала Алла Пугачева в проекте «Фактор А» еще в 2013 году. Рассказал организатор частных и корпоративных мероприятий, глава ивент-агентства «Империя музыки» Табриз Шахиди. Любой артист, который много и тяжело работает и пришел в профессию не потусоваться, рано или поздно станет популярным. По мнению Табриза, нет разницы в том, сам ли певец пишет музыку и тексты или покупают потенциальные хиты у профессионалов. Никакой роли авторство песен не играет, добавил организатор концертов. Если бы песню «Встанем» написал бы другой автор, то шаман, спев ее в то самое нужное время, обрел бы популярность, которую сейчас имеет. Однако тот факт, что именно Ярослав сочинил ее, придает и песне, и артисту еще большую ценность. Нового Кобзона аудитория не требовала. Так получилось, что шаман оказался в нужном месте в нужное время, и самое важное, он созрел как артист для большой сцены. Есть также мнение, что шамана создали социальные сети. Его песни сначала начали вируситься в ТикТоке, привлекая подписчиков, чье число перевалило за 1 миллион. Затем клипы 31-летнего исполнителя вышли на первые строчки просмотров в YouTube. «Танцы на стекле», «Встанем» и «Я русский». Нижняя планка просмотров у этих клипов 30 миллионов. И только звон гитары так бодрит. Сегодня без соцсетей никуда, объяснил Табриз. Эти инструменты продвижения помогают молодым артистам знакомить широкую аудиторию со своим творчеством без особых финансовых вложений. По данным главы Империи музыки, гонорар у шамана высокий, на уровне Зиверт, Полины Гагариной, Леонида Агутина и Анны Асти. А райдер образцовый, в нем нет ничего невыполнимого и нет звездных закидонов. Однако не все из музыкальной индустрии полностью доверяют шаману. У артистов не стоит искать искренности. Шаман ничем не отличается от других эстрадных исполнителей, в меру голосистых и в меру харизматичных, поделился мнением журналист, музыкальный критик Илья Легостаев. Он много лет искал свой репертуар, чтобы представить его публике, и нашел. Феномен его успеха, на мой взгляд, в том, что он смог предугадать, какие песни пойдут у публики на ура. И все получилось. Сейчас он один из самых востребованных артистов. Наверное, один из самых гастролирующих. Говорят, что его выступление на частной вечеринке стоит 9 миллионов рублей. По мнению Легостаева, выходя на сцену, певец предлагает аудитории некий образ. Человек Ярослав Дронов превращается в певца-шамана. А насколько певец-шаман искренен в своих композициях или, как утверждают некоторые, просто удачно использует патриотическую повестку, мое глубокое убеждение состоит в том, что артисты не та публика, у которой стоит искать искренности, добавил Илья Легостаев. Они продают контент тысячам зрителей, и именно зрителям решать, насколько они в него верят. Когда-то я брал интервью у Сергея Шнурова и спросил, правда ли, что в жизни он совсем другой, тихий, не пьющий и мало матерящийся. И Шнур мне ответил, что сцена есть сцена, для нее создаются свои истории, а правда остается в частной жизни. И я думаю, что с шаманом та же ситуация. Он смог создать историю, которую сегодня зрители готовы слушать. По мнению Леонида Дзюника, продюсера и концертного директора группы «Тату», и Филиппа Киркорова, много лет возглавляющего отдел спецпроектов компании Universal Music Russia, если бы не появился шаман, то возник бы другой, похожий на него артист. Часть российских слушателей устала от однообразных песен. Сначала Бузова, затем Моргенштерн, Милохин и иже с ними вирусились в соцсетях, а потом стали комком в горле. Но сколько можно танцевать с голым задом? Продюсер считает, что шаман стал ответом на запрос части российской аудитории. У Ярослава Дронова ведь много лирических композиций про любовь, верность и отношения.
Но не эти песни стали его популярными. Слушая композицию «Встанем», многие вспоминают о своих прадедах, дедах, погибших в Великую Отечественную. А я вспоминаю о тех, кто не вернулся из Афганистана. В тот день, когда туда вошли российские войска, я был в армии дежурным по части и принял это сообщение, рассказывает Леонид Дюник. По мнению эксперта, у шамана были все составляющие для успеха. Приятная внешность, хороший голос, артистизм, способный вызвать эмоции у зрителей. В общем, все совпало. Это специалисты могут рассуждать, насколько правильный у шамана вокал. Почему поет все время на высоких, добавил Дюник. А зрителям это не сильно важно. Есть отклик, значит есть популярность, значит попал. А вот то, что шаман добился всего исключительно собственными силами, вызывает у продюсера сомнения. С раскруткой, ротацией композиций певцу помогали и помогают. Сегодня один человек не может обеспечивать все, что нужно для организации концертов, продвижения композиций, съемок клипов и так далее, уточнил Леонид. Все равно есть команда, она может быть небольшой, с продюсером и концертным директором, которые решают много вопросов, но она должна быть, особенно у человека, который поет вживую как шаман. Это под фанеру можно отстоять время на сцене и пойти веселиться, но невозможно сыграть Анну Каренину и заставить зал рыдать, а потом пойти домой варить борщ. Ты или умираешь на сцене, или думаешь, разморозилось ли мясо. Я утрирую, конечно, но это так. О том, что ты будешь есть после концерта и какая вода польется из душа, должен кто-то подумать, потому что артист не в состоянии заниматься бытом. Сначала шаману помогал Виктор Дробыш, занимался продвижением песен и их ротацией. Он выполнил свою задачу, и сейчас певцом занимаются другие люди, уточняет Дюник. Они предпочитают держаться в тени, поэтому я не стану их называть. Но поверьте, на певца работает серьезная профессиональная команда. А также довольно осудительные речи прозвучали из уст музыкального критика Артемия Троицкого, который сообщил, что, во-первых, есть большая разница между известностью и популярностью. Известен ли шаман? Несомненно. Популярен? Вопрос. Но я 2 года не был в России, поэтому квалифицированно на этот вопрос ответить не смогу. Что же касается репертуара, то, по мнению музыкального критика, вряд ли сам Ярослав Дронов затеял эту ура-патриотическую историю. Я лично не знаком с Ярославом, чтобы судить, насколько он искренен в своих песнях, добавил Троицкий. Вполне возможно, что он верит в то, что поет, как, например, Юлия Чечерина, но не исключено, что он просто конъюнктурщик, каким я считаю того же Олега Газманова. Думаю, что он не сам ушел в патриотическую повестку. Это идея его менеджеров и продюсеров. Он сотрудничал с композитором Виктором Дробышем, а тот человек ушлый, и думаю, он не один работал и работает с певцом. На живых концертах шамана Артемий Троицкий не бывал, поэтому не стал давать оценку вокальным данным и артистизму певца. Я могу лишь судить только по 3 клипам, которые видел. Все они в одном стиле, и на мой взгляд, его композиции полны пафосных духоподъемных клише. Если раньше песни о Ленине и Сталине писали прекрасные поэты Пахмутова, Тухманов, Френкель, а музыку великие композиторы Дунаевский и даже Шостакович, и это были достойные прекрасные произведения, то песни шамана, на мой взгляд, посредственные, поделился Артемий Троицкий. И возвращаясь к тому, почему я думаю, что шаман скорее известный, чем популярный, скажу, что его композиции не модные по звучанию, а клипы не модные по картинке. А ведь его творчество рассчитано на молодежь. Поэтому он так активно продвигается в социальных сетях. Но я считаю, что с такой стилистикой современную молодую аудиторию не зацепить. Это были последние новости на этот час. Как автор ролика от себя лишь добавлю, что не забывайте, что это всего лишь новость. Лишь мнение музыкальных критиков. Ну а решать для себя, что правда, а что ложь, остается лишь только вам, дорогие зрители. Отмечу лишь, что мнению одного из 3 музыкальных критиков я бы не доверял, а именно Артемию Троицкому, который признан иностранным агентом. Но ведь дело даже не в этом. Как можно судить о певце, ни разу не услышав его вживую? На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписываться.